Это вот, фу, мне муха залетела в рот. Всем привет! Сегодня поедем на велосипеде из центра Суботицы в Палич. Я покажу, как выглядит дорога, расскажу, почему это место особенное. Здесь озеро с легендой, парусники, деревенские домики и бывшая Олимпиада. Да, в 1880 году здесь провели спортивные игры за 16 лет до Олимпиады в Афинах. А еще я отвечу на ваши вопросы. Про переезд в Сербию, про иммиграцию, тоску, депрессию, про журналистику, что с ней стало и чем она была, про работу с блогерами и другое. Многое из версий для Ютуба пришлось вырезать. На Бусти и спонсорстве YouTube я оставлю для вас расширенную версию. Там истории про Лайф и Габрилянова, про канал 100 ТВ, про работу в разных редакциях и даже про откаты, про поездку на Металлику в Чехию и про одиночный трип в Боснию и Герцеговину на день рождения. И про то, почему иногда совсем не хочется монтировать, даже если ты умеешь. Если хочется глубже, все там. Ну а мы начинаем. Помашем ручкой Венгрии в ту сторону. На лошадях с повозками нельзя. И бабуля едет сзади. Здравствуйте, к вам подъехали санкции. Да мы сейчас уже забыли про это. Там был полнейший хаос. Все заканчивается смертью, и статуя тоже умрет. В Питере каждый день либо кого-то расчленяли, либо кого-то убивали. Знаете, что это? Обзор подвала. Контент, который мы заслужили. Так, что тут у нас? Ну, как выглядит подвал, собственно. Ну, это рюкзачок, с которым я сейчас поеду. Стоят радиаторы, стоят вентиляторы. Это на случай зимы, это на случай лета. И куча-куча коробок. Потому что, будучи иммигрантом, все-таки хочется иметь коробки, чтобы потом не бегать. Ну, скорее, это, как, знаете, психологическая травма. Так что пускай они стоят, нам будет спокойнее с коробками. Вентиляторы не просто так здесь стоят. Потому что даже имея кондей в плюс 45, по квартире это все очень медленно разносится, и поэтому ставишь вентиляторы, и они холодный воздух еще по квартире фигачат. Такие дела вот. Что-то у него отвалилось тут, кстати. Валяется. Ну, это пока погода отвратительная и мерзкая, хоть и май на дворе. Уже должно быть плюс 35, а сейчас вот плюс 22 всего лишь. Изменение климата налицо. Ну и наши велосипеды. Сейчас я вот Мериду возьму и покачу. Погнали. Автомобиль марки Толик движется в сторону государственной границы. Ну, собственно, вот велодорожка. Я предлагаю по ней поехать. Сегодня мы поедем в королевский курорт Палич, который находится прямо вот на границе с Венгрией. Ну, сколько там? 5 км. В общем-то, можно сказать, что на границе. Наш ретивый конь, или как он называется, сейчас мы на него сядем и поедем. Ну, если будет что-то интересное по дороге, основное это действие будет в Паличе. Если будет что-то интересное, я буду, конечно же, либо останавливаться, либо комментировать. Ну что, погнали. Физкульт, привет. Ну, собственно, эта велодорожка, она идет прямо до Палича, прямо до курортной зоны. По ней и едем. Ты что? Как? Зачем? Да, некоторым людям надо все-таки учить правила дорожного движения. Велодорожки здесь, как видите, вот сейчас вообще пошел прям ад кутежа. Очень старые. Но, я так понимаю, насколько я помню из Нови Сада, я видел какие-то фотографии годов 60-х, там уже все это было, все катались на великах. Ну, потому что это must-have транспорт здесь. И она хоть и старая, но она вот идет прямо до Палича. Через всю Суботицу. Хотя порой вот на таких камнях и на деревьях вообще неудобно. Ой, просто ад. Ну и довольно узкая. Дальше мы выйдем из городской зоны, и там будет
повеселее, поширше. Там, вернее, только она и останется, собственно. Но там людей ходит не так и много, это же шоссе между двумя как бы поселками получается. И там либо на велик, либо на автобусе. Пешком, не знаю, там далеко идти пешком. А мне прям сегодня везет. Я вот еду и сплошные зеленые. Круто, блин. Но ехать тут, конечно, очень весело. Нет, это я все бурчу, на самом деле. Ехать-то удобно. Она еще отделена от пешеходки, вот здесь вот. Это очень удобно, потому что места, где встречаются пешеходы с велосипедистами, это только автобусные остановки. О, опять зеленый загорелся. Да что ж такое? Я в фильме «Такси». Ну, это вообще с ветерком. Но сейчас будет остановка небольшая. Расскажу маленькую смешную историю. И поэтому, скорее всего, светофоры перестанут так работать чудно. Вот. Мы почти доехали. Здесь вот я, пожалуй, сверну. Опа. Чтобы нормально затормозить, никому не мешая. Итак. В общем, да, вот велодорожка, по которой я ехал, пешеходка. А вот там находится МУП. Министерство внутренних дел. Министерство внутреннего пошлого. Но как бы там я оформлял все документы для ВНЖ и прочего. А вот там находится КПЗ. И я, естественно, будучи русским дебилом, пошел не туда. Я подумал вообще, что это поликлиника. А я пошел вот туда. И я, значит, заваливаю. Мне сказали, 8-й кабинет под лестницей. Я заваливаю вот в это здание, где находится реально МВД. И начинаю там бродить просто, никому не замеченный. Значит, спускаюсь под лестницей, ищу лестницу, спускаюсь в какой-то подвал, по подвалу прошел. Думаю, ну, наверное, с другой стороны лестница. Это я вот здесь бродил. Сворачиваю вот туда, главного входа, а там камеры заключения предварительного. Там всякие алкаши сидят за решетками, короче, какие-то уголовники. И я такой в белой рубашке, значит, в широкополой шляпе с документами. По-моему, я зашел куда-то не туда. Ну и, собственно, выскочили два милиционера, как это, полицейских, с автоматами такие: «Ой, ты что здесь делаешь?» Я говорю: да вот 8-й кабинет ищу. 8-й кабинет это вот там, говорят. Ты что, как вообще зашел сюда? Я говорю: да нормально зашел, просто с улицы. В общем, они обалдели от этого, но я пошел потом туда и все сделал быстренько за 5 минут. Плюс в жизни в маленьком городе, считай по российским меркам в деревне, в том, что ты просто заходишь, делаешь быстренько свои дела и уходишь. Никаких электронных очередей, ничего. Хотя, по-моему, электронные ввели все-таки на всю страну, да. По предпринимательству там точно электронная очередь. Но все равно людей меньше гораздо. Вот такое вот веселье. Что, поехали дальше? Где мой конь ретивый? Вот он. Красавчик. Ну, что и требовалось доказать. Стоило мне постоять возле МВД. Все, красный свет. Здесь, как обычно, в любом городе. Ну, кстати, даже, может быть, чем-то похоже на американские пригороды. Заправки, магазины, большие моллы. Вернее, тут он всего один. Ну, потому что город-то маленький. Вот. И все, больше ничего нету. Здесь вот заканчивается район спальный. Дальше какой-то особняк заброшенный стоит, и все. Дальше мы фигачим по полю. Не вижу минусов в фигачении по полю. Зеленый, 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 пожалуйста. Я не хочу стоять, очень неудобно с камерой стоять. Ура! Удача вернулась ко мне. Ну вот. О чем я говорю? Вот большой магазин продуктовый. А вот здесь какая-то футбольная команда тренируется. Судя по внешнему виду этого заведения, она не особо успешная футбольная команда. Так, что там еще? Ой, блин! Раньше между Субботицей и Паличем, в 19 веке я имею в виду, в 19-м, ходил трамвай. Вот его останки.
Все это, по-моему, в годах 60-х убрали, когда была автомобилизация. И с тех пор трамвай не ходит. Вот он его, вот его труп. Очень обидно. Жить стали явно хуже. В 19 веке ходил трамвай, а сейчас ничего не ходит. Ну, автобусы какие-то старые ходят и все. А вот Плаза так называемая. Чисто такой пригород прям, да. А дальше туда уже все. Поля, леса, госграница. Ну, мы вдоль нее едем. Вот там госграница. Вернее, едем мы вдоль забора. Но она там. Не знаю, 5 км, наверное. Может, 10. Ну, какое-то маленькое расстояние, потому что мой сосед, например, у него же сербский паспорт. Он на велик садится и делает кружок. Ему плевать на границы. С сербским паспортом. Он делает кружок от нашего дома. Через час въезжает в Венгрию. Там до Сегеда, венгерского города на границе. Венгерского города с той стороны границы. И возвращается домой. Ну, такая вот 3-4 часа прогулка. Мне с российским паспортом, к сожалению, сие пока неведомо. Или пока, или вообще. Какие-то особняки, кстати, такую, нифига себе. Балы проводить. Вот, еще один продуктовый, большой. Мойка рядом с ним, там где-то еще заправка. Ой, красный свет. Там строительный супермаркет, гипермаркет, вон Юск. Это датский, по-моему. А за ним местный. Ну и все. Там заканчивается. Там где-то еще среди деревьев будет стоять метро Cash and Carry. Немецкий этот. Немецкая, как она называется-то, господи. Дискаунт-сеть, его. Тоже продуктовый. И все. А я вот с дедулей еду уже, считайте, в поле. Ну, такое стандартная картина, да, какой-то ламинат продают. Это вот, фу, у меня муха залетела в рот. Это вот шоссе, которое идет до границы с Венгрией. Там село Хоргаш и переход границы тоже называется Хоргаш. Вот оно туда идет. И мы туда же едем в ту же сторону. Здесь не то чтобы большое движение, да, казалось бы, это главная трасса. Это главная трасса, которая связывает, ну, даже Белград, да. Белград и Будапешт. Вот она. На ней одна машина раз в 20 секунд едет. Ну все, поля. Вот там. Помашем ручкой Венгрии в ту сторону. Мужик зачем-то тормозит. А, понятно. Это он в метро заворачивает. Там есть пешеходный переход, вот чуть подальше, вот он даже уже есть в кадре. Но мужик решил не заморачиваться и прям через трассу срезать. Ну, поздравляю его с таким гениальным решением. Кстати, в сравнении, например, ну, давайте с чем сравним? С моей любимой Финляндией. В сравнении с Финляндией здесь велосипедистам не обязательно иметь шлем. Насколько я знаю, в Финляндии только в одном городе можно ездить без шлема. Это город Оулу, по-моему. Во всех остальных ты обязан иметь шлем. Тем более вот на такой дороге. Можно без шлема. С другой стороны, я не очень быстро еду по выделенке. И если на меня выскочит какая-нибудь машина, но я думаю, шлем меня не спасет. Хотя, может, спасет. В общем, надевайте шлем, не будьте как сербы и как Толик. Здесь это правило обязательно, насколько я знаю, если я поеду прям по дороге. Вот если я поеду по дороге, ну тогда я и сам надену шлем, мне будет страшно. И пешеходка, и велодорожка в одном объединились в одну. Реклама на венгерском. И поля. Вот там. Вот там поля. Так, там какая-то очередная строительная зона. Может, что-нибудь продают, фиг его знает, я не знаю. Ну и все. Мы преодолели путь через поля и въехали в Палич. Ну, почти въехали. Сейчас вот там переезд. Это будет уже Палич.
Ух ты, какой резвый. Хвала. Меня снова обвинят в русофобии, но мне, в общем-то, насколько же я удивлялся после Питера даже. После Москвы я уж вообще молчу, что здесь все уступают дорогу. В Питере-то, в принципе, уступают. И все нормально. Но здесь прям какой-то запредельный уровень. И это было видно прямо сейчас. Когда чувак ехал на Мерседесе, да, на грузовичке, и резко затормозил, увидев меня. Мог бы, собственно, и дальше продолжить ехать. Никто не запрещал ему сворачивать. Он бы успел даже, наверное. Но нет. Такой оп. Изволите. Это приятные такие плюсы жизни, в том числе в Субботице. Ну и все. Вот он, Палич. Палич — это такой... С чем бы сравнить-то, господи. Ну, с Рублевкой глупо сравнивать. Ну, какой-то такой вот полуэлитный поселок, в общем. Здесь на окраине это еще не так ощущается, потому что здесь то же самое, вот эти всякие автоштуки. А дальше прям будет ощущаться. Бензинская станица. Вот так вот. Нива проехала. Охренеть. Заправка, которая нас как-то спасла с Наташей. У нее, как они говорят, пукнуло. Пукнуло колесо. Или буцнуло. Буцнуло или пукнуло, короче. Мы заехали сюда быстро-быстро. Я накачал колесо. Там штука стоит. Насос штука. И рванул на ее велосипеде, пока у него колеса не спустили. И успел доехать до дома нормально. Только в парадной уже они спустили. Заправка Лукойл. И, по-моему, в отличие от Америки, она таки принадлежит Лукойлу. Да, вот уже начинаются домики такие прям хорошие. И контейнер такой. Они его, наверное, строят, поэтому там контейнер. Новый дом, да, вон там леса. Ресторан 1 километр. Хоргошский путь. Хоргошевское шоссе, по-нашему. Хоргош — это вот, да, переход пограничный. И раньше даже, ну сейчас тоже ЖД пути есть. Раньше, в 19 веке, Субботинская станция, она же была первая в Сербии, железнодорожная. И раньше ходили поезда от Будапешта до Земуна. Земун — это был город на самой границе Австро-Венгерской империи, который упирался прямо в Белград. Сейчас Земун — это район Белграда, а тогда это был вот город на границе. И можно было... Ну, в связи с этим Палич был таким местом отдыха вообще всех. Вон там дома старые стоят, всякой знати, вот этого всего. Вот, например. Ну это продают. Какой-то ресторан тут был. И к тому же еще из Сабатки ходил трамвай, как я уже сказал, из Субботицы. В общем, это было, как, будем говорить газетными клише, популярное место для отдыха горожан. Остановка автобуса — это единственное место, где велосипедисту стоит быть очень внимательным. В остальном все аккуратненько. Ну вот этот венгерский, как он там, модернизм. Красотища. И там все в таком стиле вдоль озера будет. Сейчас мы доедем, я покажу. Частные участки, сдают комнаты, потому что как бы страна-то поменялась, а курорт-то не поменялся. Курорт-то все еще есть. Ну, красота. Поэтому, естественно, это популярное место отдыха теперь уже граждан двух стран. Разделила границы немножко, но в целом им пофигу всем. Бабулечка вот правильно сделала, между прочим. Нужно спешиться. Так, сделаем небольшую остановочку вот здесь, возле перехода с ЖД. Как раз исторические факты подъехали. Вот оттуда мы приехали. Да, вот мы ехали. Вот там ЖД-станция Палич находится. Вот она прям по центру сейчас. Вот это ЖД-дорога, которая, собственно, шла от Будапешта до Земуна, нынешнего района Белграда. И сейчас она функционирует. Сейчас ходит поезд между Субботицей и Сегедом. Если говорить правильно, то между Субботицей и Сегедином, да, и между Сабаткой и Сегедом. На разных языках. Ну, поезд какой?
Это не Аллегро, как было в Питере, где такой прям поезд, блин. Ну, тут так, 2 вагона. 3-2 вагона. И самое смешное, что поезда ходят и сербской железной дороги, и венгерские поезда. Ротируют они поезда. И сербские они прикольные, а венгерские — это вагоны московского метрополитена, короче, 2000-х годов производства на дизельной тяге. Это выглядит просто офигительно. Ты стоишь, ну, мы ехали, когда первый раз, я не знал, что там вагоны московского метрополитена. Я думал, ну просто какие-то старые. Все обсуждают, что венгерские, ну такое. А там, блин, реально из-за угла выруливает московское метро. И внутри там, я прикреплю фотографию, там внутри написано «Московский метрополитен, такой-то, такой-то год, бла-бла-бла». Это очень смешно. И очень неожиданно. Такой из Шенгена к тебе приезжает вагончик. Вот, это ЖД-дорога, собственно, станция Палич. И от Палича туда, в парк. Ну, поехали дальше. Решил таки пройтись пешочком, потому что мы уже приехали. Смысла садиться на велосипед вообще никакого, потому что станция Палич, и напротив находится, вон уже видно, да, справа, невероятной красоты штука. В ролике про Субботицу я показывал синагогу, которую построили Якоб и Комар, да, венгерские архитекторы. Собственно, вот это вот здание, это тоже их рук дело. Ну, рук дело рабочих, я имею в виду, они были архитекторами. Знаете, что это? Это водонапорная башня. Вы когда-нибудь в жизни вообще видели вот такую водонапорную башню? Это водонапорная башня сына маминой подруги. Просто, буквально. И она настолько крутая, что ее сделали символом Палича. И на всех магнитиках именно водонапорная башня в основном. Так, надо нажать. Оп. Удивительные, да, сооружения, конечно. И я повторюсь, я такое только в Венгрии видел, только здесь. Это как будто дети что-то лепят. Так, ну, дети такие, знаете, закончившие художку. По всем ощущениям, вот там должно быть море. Там даже видно вот этот синий проем такой, да, с водой. Очень похоже на... Ну, это курорт, да, это курортный городок, это курортное место. Смотрите, какая красота. Но моря здесь нет. Вернее, как? Там вот есть Паличское озеро. По-моему, еще до 19 века, то есть там в 1700 каких-то годах бородатых там добывали соду. Ну и делали из этой воды минеральную воду. И говорят, что это говорит о том, что здесь раньше было как раз это паннонская низменность здесь была, и здесь было Паннонское море. Что озеро было соленое. В общем-то, не знаю, зачем я пошел прямо по центру. Давайте свернем. Я же люблю ходить с закоулками. Туда мы еще успеем. А вот сюда не успеем. Скок через кусток. Так. Я же выкладывал анонс с вопросами, да? И у этого анонса была фотография Наташина на фоне красивого дерева с цветками. На фоне магнолии, по-моему. Ну, давайте тогда оттуда я и начну отвечать на вопросы. Раз уж я выложил ту фотку, то почему бы не начать? Но надо сначала найти его, конечно. Потому что я не помню. Я помню, что где-то здесь оно было. Но вот где конкретно? Ну, что конкретно ты имела в виду? Так. По-моему, даже долго искать не пришлось, насколько я вижу. Ну и вот, да, всякие особнячки. Этот явно нуждается в ремонте. Этот вот нет. Красивый. Заборы, которых я 100 лет уже не видел. Сейчас опять скажу, как на родине прям.
скажут: русофоб. Ну, люди, которые не принимают никакую критику. У них в голове, видимо, одна извилина, вот они и орут. Не, ну тут забор хотя бы ничего пошел. А вот там почему-то такая зоновская какая-то колючая проволока. Типа, зачем? Он дальше продолжается обычным, через который можно перелезть, а там какое-то прям непонятное что-то. Ну дерево отцвело. Дерево отцвело. Вот здесь эта фотка была сделана, которую я выкладывал в качестве анонса. Вот это дерево. Вон собачки. Страшные такие. А вон рыбки. Рыбок не видно. Блин, и рыбок нету, и дерево отцвело. Ты такой страшный. Не хочет. Ладно, будет лаять на расстоянии. Давайте почитаем, что здесь. Специальная награда. Место в конкурсе за красивую субботицу, короче. Иди сюда, я тебе вкусное дам. Я, конечно, вру, у меня ничего нету, но ты-то не знаешь, что я вру. Все, страшный пес, я ушел. Вот это здание, конечно, жалко. Но, наверное, его отреконструируют. Здесь же все приводит в порядок. И вот водонапорная башня, якобы Айкомора, она тоже была в ремонте, когда я сюда приехал первый раз. Загороженная лесами. А сейчас вон какую красоту я снял. Здесь я прислоню велосипед и открою первый вопрос. Отвечать будет Друзь. Ну что ж, ладно. Возвращаемся на главную аллею через кусты, как обычно. В общем, начну с вопроса, которые мне задали в YouTube. Я там, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на мой Telegram, потому что в YouTube это делать очень неудобно. Все эти опросы и все остальное. Значит, первый вопрос был такой. Расскажи немного о себе. Очень, очень хороший вопрос в том плане, что я даже фиг знает, с чего начать. Родился я в Петербургской губернии, да, вот с этого момента или с какого? Ну, давайте начну тогда с момента с 2008 года, 2008 год, когда я пришел работать в журналистику. Я тогда не мог найти свое место в этом мире, мне ничего не нравилось. Я поработал и поваром, и каким-то сборщиком техники в магазине электроники, еще кем-то. Учился я на повара, на бармена учился, на фельдшера скорой помощи учился, на кого, только не учился. Но все вот что-то не нравилось. И в 2008 году мама тогда читала газету «Комсомольская правда», еще тогда была бумажная версия. И в 2008 году, значит, мама такая: слушай, ну попробуй вот сюда. Там объявление, требуется, значит, бильд-редактор. Ну, она знала, что я увлекаюсь видеомонтажом, так, на любительском уровне. Я тогда монтировал, сколько мне было, 20 лет мне тогда было. В 20 лет я сидел, всякое снимал еще на ранние мобильные телефоны, которые снимали 320 на 240. И что-то в Sony Vegas там собирал. Ну, попробуй сюда, говорит, может понравится. И, в общем, да, моя мама сыграла решающую роль в моей судьбе. Помимо того, что она меня родила и воспитала, да, как бы, это самая решающая роль, что я вообще существую. Вот. В 2008 году я пришел туда, значит, меня усадили за стол. Был такой там Артем Скрябиков. Он был, значит, главой интернет-отдела, как это, редактор, интернет-редактор. Он меня усадил. Заком говорит: ну вот, смотри, тут 10 фоток надо обработать, а еще видео там нарезать. Вот с репортажа сырое. Я говорю: ну хорошо. Я там за 15 минут все это сделал, потому что, что высиживать? Я на улицу хочу. Лето, жара. Я с дачи приехал только. Ну и все, он мне позвонил на следующий день, говорит: с понедельника выходи. Так я попал, без образования, без всего. У меня нет высшего образования. У меня образование по онлайн-курсам уже было гораздо позже сделано. Трактор. Здравствуй, трактор. Ну, раз нас трактор прервал, давайте поснимаем. И бабуля едет сзади. Давайте поснимаем еще один шедевр. Сейчас поближе подойдем. Это получается такой комплекс зданий, да, который начинается водонапорной башней, и она же ворота в это место, и вот заканчивается таким вот павильоном. Я вот так примерно и ехал сейчас, да, всю дорогу.
Вот мы прошли через ворота и попали, в какую-то сказку попали. В такую прям сказочную сказку. Вот наше местное море, озеро Палич. Тут, я так понимаю, к летнему сезону облагораживают. Кстати, никого нету. То есть температура, в принципе, там нормальная, 22 градуса. То есть самое то. И не холодно, не жарко. Веет легкий бриз. Самое время гулять. Но никого нет. Ну, вот там какие-то люди есть. Да тут даже комментировать-то нечего. Тут надо просто ставить эмбиентную музыку и гулять, мне кажется. Ну, красиво же. Это фонтан, кстати. Тут вот у них из головы рыбы льется вода, из... Кто это? Какая-то птица непонятная, из нее тоже льется вода. И там еще одна птичка. Из нее тоже льется вода. На чем я остановился-то? Да, и начал я тогда работать вот с 20, по-моему, то ли с 20 лет, то ли с 21. Сейчас-то мне сколько лет? Господи, 37, 38, 37. Вот, значит, получается 16 или 17 лет я в журналистике. Я начал работать там. Ну и можно сказать, что все знания о монтаже, все знания о том, как надо писать тексты, жизненные знания, все это было получено в той еще старой нормальной редакции «Комсомольской правды». Ну, не то чтобы я набивал шишки своим незнанием. Все это было структурировано. Меня отправляли на разные курсы и прочее. Причем там прикольно. То есть ты идешь на курсы, тебе редакция половину оплачивала. Но это было еще вот при старом гендире, дай ему бог здоровья, Сергей Евгеньевич Зелинский. Это был какой-то период времени, когда в Питере каждый день либо кого-то расчленяли, либо кого-то убивали, либо кого-то сильно сбивали на машине, или ну, что-то вот такое вот, в общем. Это была прям неделя, что каждый день какая-то вот такая фигня происходила. И у меня тогда был такой нервный срыв, я боялся выйти на улицу. Я настолько заработался, настолько пропитался этими новостями, что боялся выйти на улицу. Ну как, я выходил на улицу, мне надо было на работу ехать. Но мне было очень-очень нервно, меня прям трясло. Вот такой вот срыв был. Я тогда взял себе отпуск на неделю. Говорю, ребята, меня сейчас разорвет. Мне без проблем завтрашним же днем написали отпуск. И через неделю я вернулся совершенно спокойным, нормальным человеком, но цинизма, какого-то вот этого черного юмора во мне прибавилось, конечно. Здесь вот написано Палич, слева на сербском, справа на венгерском. Это ЦЦ, это Ч. А обычное С, это Ш на венгерском. В общем, язык, конечно, я поражаюсь. Он же из финно-угорской группы, но почему-то финский язык я понимаю лучше. Банальный пример, что кошка, да, кот. Там на украинском кит, котка, кот. А славяне, которые были под Австро-Венгрией, то есть это Чехия, Словакия, Сербия, Словения, в общем, они говорят мачка. То есть пес у них пас, а кот, зараза, мачка. Что за слово мачка вообще? При том, что вот финский язык, там киса. Ну, кот — это киса, все вообще логично. А венгерский жутко для меня нелогичный язык, я вообще его понять не могу. Но вот какие-то, живу же здесь, какие-то знания есть. Причем мой тренер, я вот прямо ржу каждый раз, он говорит, а что, мы в школе венгерский учили, все понятно, вообще простой язык. И у меня челюсть на пол такая, бам. Ну вот наше местное озеро. Там вон даже под парусами люди ходят. Но сейчас погода такая прохладненькая, наверное, для них все-таки. А так здесь много-много-много парусников. Пароход. Здесь. Хотите пароход? Вот у нас есть для вас пароход. Правда, он не ходит, скорее всего, это вообще ресторан какой-нибудь. Или туалет. Так, что там? «Комсомольская правда», бла-бла-бла. Ну и, в общем, да, где-то уже года с 14-го, наверное, работая вот в СМИ, у меня стали появляться мысли об эмиграции. В общем-то, ну, я не строил каких-то иллюзий, что где-то в другом месте будет будут политики хорошие, да, вот это мне нравится, когда разделяют черное и белое. Хороший политик, плохой политик. По-моему, они все плохие. Потом, соответственно, Сергей Евгеньевич Зелинский ушел, в Москву уехал работать. Главред сменился вообще на непонятно что. И как-то редакция начала потихонечку разваливаться, все начали уходить. Ну, где-то вот с 2014 года это началось. Ну и, в общем, в 2016 году... О, приплыл, блин, а я ушел уже. В 2016 году вся наша редакция уволилась.
фактически одним днем. Ну, там был где-то месяц, мы за месяц все ушли. Я так понимаю, кстати, что я очень сильно это видео сокращу для Ютуба. И хоть у меня в бусте всего 2 подписчика, но я, пожалуй, прям вот полную версию туда выложу. Потому что я сейчас наговорю себе тут. Я знаю, что говорю, и знаю, как это говорить, но все-таки могу наговорить. Лишнего я потом на монтаже все это поубираю, конечно же. Так что, если хотите полную версию, там уровни подписки по цене чашки кофе, как говорят. Да? Ну или по цене бокала пива, даже дешевле, учитывая, как все подорожало. А давайте вот туда сходим. Вот, короче, сейчас так. Вот там находится пляж. Ну и, собственно, там дорога на Нови Сад. Там заканчивается уже облагороженная зона. Сейчас я повернусь в обратную сторону. Вот там находится зоопарк. И тоже там заканчивается зона. Там поля с подсолнухами. Частный сектор и так далее. Я представляю, сколько здесь стоит недвижимость. Ну, пойдемте, значит, свернемте вот сюда. Там есть прикольный памятник с 2 бабулями сидящими. Я маму фотал на его фоне, он вообще офигенный, очень смешной. Но где он? Сейчас найдем. Здесь у нас вот помимо аллей, ну все как мы привыкли в этих наших Европах, да, в том числе в Питере. Аллейки, скамейки и обязательно какие-нибудь статуи. Я больше привык, конечно, к Павловску, да, где ты гуляешь между античных статуй. Все это такое прям, ну, чувствуется, как сказать, царскость, наверное, какая-то в этом, да. Здесь вот больше современное искусство, которое, черт его разбери, что тут вообще сделано. Ну, какой-то мужик на коне и, значит, штурвал. Ну, что-то такое, вот, да. Еще и из дерева, кстати. Поэтому она дождем подточится и исчезнет. Ну, кстати, вот в этом что-то есть, действительно. Все заканчивается смертью, и статуя тоже умрет. Так, даже интересно стало, там что? Ну и вот, в 2016 году мы все поувольнялись, я, соответственно, уже тогда работал в иное кино, поэтому мне, в общем-то, было не то чтобы наплевать, я в деньгах-то потерял, но у меня была поддержка иное кино, я тогда делал много роликов в месяц, и мне хватало на жизнь, я просто ушел, можно сказать, в никуда. С каким-то фрилансом там, с небольшим, делал какие-то трейлеры для концертов, для премий, снимал клипы, например, для Теодор Бастерд мы снимали «Кукушку», для Оли Глазовой. С Федором Чистяковым я очень хорошо общался, и там концерты ему снимал, фильм мы сделали, так что, в общем, без работы я не сидел. Ну вот, картинки в виде жопок, да? Градская куча. Вот парусник. До этого здания мы еще не дошли. Дворец Райхла, про который я рассказывал в ролике про Субботицу. И, собственно, водонапорная башня. Вот, без работы я не сидел. Потом, когда понял, что надо уже как-то это дома работать тяжеловато, и пошел на канал 78. Там тогда работал наш общий знакомый, который в комсомолке немножечко поработал. Он потом ушел на лайв к Габрилянову работать. Но он такой, он прям желтушник, он любит всю эту фигню. Поэтому у Габрилянова ему было хорошо. И потом он ушел на канал 78. Продюсером, по-моему. А может, и журналистом. Ну, я ему позвонил, говорю: слушай, что вам там монтажеры нужны на канале? Он говорит: я спрошу. Он спросил, оказалось, нужны. У меня так вот всегда. Я что-нибудь спрошу, и оказывается, что это надо. Это они катаются. Палич с воды. Типа, да, посмотри на Палич с воды. Вот они тут катаются. Ну, собственно, что? Пришел я на собеседование. И на собеседование я пришел как раз к Стасу. Так сложилась судьба, что Стас как раз снимал последние 2 документальных фильма на мой канал на YouTube. То есть про башню Генекс, Стас Скиба, в титрах он тоже есть, и про эмигрантов, которые открыли бар. Тоже он помогал мне снимать. Вот так получилось, что сначала меня на работу взял, а потом мы с ним встретились в Нови Саде. Вот такие вот перипетии жизненные. Все, начал работать на канале 78. Сначала монтажером год проработал. Потом меня повысили до режиссера монтажа. Так что я не просто так себя называю режиссером монтажа. У меня даже в трудовой книжечке записано,
Анатолий Занчковский, режиссер монтажа. А то это любят все себя называть режмонтами, а потом общаешься с человеком, а он в режиссуре вообще ни хрена не понимает. Зато звучит режиссер монтажа. Ну да, да. Я даже в пику года 2 назад специально называл себя просто монтажером. Потому что достали, блин. Одни режмонты кругом, а смотришь, что вы делаете, ну это ж ужас какой-то. Так, и что дальше-то? Ну, собственно, да, канал 78 очень жесткая корпоративная политика. И, в общем, я-то за душевность, поэтому я там проработал по итогу 2,5 года. Год монтажером, 1,5 года режмонтом. Ну и просто уже я такой, блин, на меня это давит. Я так не могу. Я себя люблю. Я себя люблю и себя ценю, прежде всего. А вот это вот, когда, ну, не будем выносить ссору из избы, я все равно уже... В общем, рассказал я... Хватит пока. Я принял стратегическое решение просто уволиться оттуда. И вот все так складывается. Только я принял решение уволиться, мне поступило предложение пойти на канал Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — это Смольнинский канал правительства города. То есть он честный. Они честно говорят, мы от Смольного. И я пошел. О, детишки вышли на прогулку. Я пошел, значит, туда, но пошел уже на необычную должность. То есть человек, который меня это пригласил, он в курсе, что я очень обязательный парень, что я не подведу. И мне, в общем-то, не важно, что поручить, я там за неделю всему научусь. Кстати, услышал удивительную вещь. Это дети, которые говорят на венгерском языке. Это какая-то венгерская группа. А я пошел ассистентом режиссера на прямой эфир. Я никогда не сидел на прямом эфире. Тут пошел, и я такой, блин, ну это интересно. Это вот прям, да... Просидел я там, значит, сколько я там проработал? Ну, тоже где-то 2 года примерно. Я очень стал уставать от политики, я понял, что я перегорел просто. Да, я не могу работать на этих людей, со всем уважением, но не могу. Вот. Детская площадка вообще прикольная. И вот в середине моей карьеры на канале Санкт-Петербург, где-то через год примерно, может быть, через полгода, Юрий Зинчук, есть такой, он, собственно, канал Санкт-Петербург и сделал. Он позвал меня на свою... Как он позвал? Режиссер его, который у нас есть в чате, в Телеграме. Поэтому подписывайтесь, мы там все общаемся. Старой гвардии. Вот. Он меня позвал, говорит, пойдем к Зинчуку делать «Пульс города», еженедельную передачу. Она, по-моему, по пятницам выходила. Да, по пятницам. Но уже не на прямой эфир, а на сборку передачи. То есть ты монтажер быстрый, все прям делаешь по кайфу сразу, там, почти без правок. Давай фигачить. Я говорю, давай. Сколько платят? Столько-то. Давай. Еще, по-моему, год я там просидел. Причем был же ковид, и очень многие болели тогда. Я, получается, сначала... Были такие дни, когда я сначала собирал эфир, а потом с квадратной головой шел на этот эфир и сидел там ассистентом уже. Запускал все, что я собрал до этого. За это, конечно, платили, но, блин, я домой возвращался просто выжатый. Причем часика так в 2 ночи. Да, было принято вскоре, спустя год, решение, что все, нет, я не могу больше. Я перегорел, я схожу с ума, я лучше пойду на фриланс. Тогда уже у меня фриланс, ну, иное кино мы все еще продолжали. И помимо иное кино были какие-то разовые заказы. И я начал делать motion дизайн, графику, и продавать ее на стоках. И с motion дизайна можно было... В те времена, когда еще стоки не оборзели, я имею в виду, что перестали столько платить. Ну, капиталисты, что? Не хочешь, уходи. Ну, я, собственно, сейчас на стоки ничего не выкладываю. Тогда можно было нормально на это жить, получать со стоков столько же, сколько я получал на НТВ, при этом сидеть дома с любимой женой, которая тоже работала удаленно. Ну, ковид же был. И я тогда вообще окончательно ушел из российских СМИ. Ну, а потом... Потом закончился ковид. И жизнь должна была наладиться. Большие дяди решили, что налаживать жизнь не стоит. И вот мы здесь. Хотель. Мне в хотель не надо, но он выполнен в том же самом стиле, в той же самой цветовой гамме, что и остальной парк. Наверное, все про меня. Хватит уже болтать. Там еще вопросов дофига. Ну и да, мы здесь. Вот сейчас вы находитесь в этой точке. Кстати, находясь в этой точке, можно как раз ответить на другие вопросы. Какие там еще были? Сейчас. Расскажите свою историю, почему Сербия, чем занимались в России. Так, это я рассказал.
Почему Сербия? Как познакомились с Денисом и Ильей? Илья, это, видимо, Варламов. Какие планы и прогнозы на будущее? Планируете жить в Сербии? О, господи, очень много. Ну хорошо, вот мы здесь, да. Почему Сербия? Я бы не сказал, что тогда был какой-то сильный выбор в тот момент, когда все посходили с ума, начали охоту на ведьм, которая, к счастью, быстро закончилась. Ну, не в балтийских странах, да, там все еще за русскими гоняются, но в целом закончилось все это быстренько. Как будто бы не было выбора. Но на самом деле я же уже упомянул, что с 2014 года все это начал рассматривать. Изначально, конечно же, я же из Петербурга, я хотел, конечно, в Хельсинки. Меня всегда поражала та аккуратность, тот даже такой снобизм, с которым финны относятся к своему городу, к своим городам. И как они ровно в таком же климате умудряются жить не в отличие от Питера, да, который 9 месяцев в году, то сосули на тебя падают, то, значит, тебя машины обливают, то ты поскальзываешься, ломаешь себе ноги и так далее, и так далее, и так далее. Это 9 месяцев в году в Питере происходит. И все это в грязище, потому что все грязное. Они там посыпают гранитной крошкой, у них тоже не особо чисто, вот так, если задуматься. Но почему-то у нас прям вообще кругом постоянные. Нет нормальных ливневок, ничего вот этого. Прежде всего, мне нравилось, как они относятся к городской среде. Я съездил когда уже пару раз. Такой, ну да, скучновато, конечно. Климат чуть похуже, но жить можно. Интересное решение ехать по пешеходной зоне на машине. Ну вот. Потом, ну это все так, это, знаете, рассуждение, типа, а вот может туда, может сюда, но пока я сижу на жопе и ничего не делаю. Можно сказать, лежу в сторону, да, вот в нужную мне сторону, просто лежу. Ну, пойдемте дальше вот к этому павильону. Как раз где-то в 2019 году начался ковид, и я раз сидел дома, недолго сидел дома, кстати, нам на телеканал нужно было выходить, поэтому дома я не сидел. Все равно работал как бы с Чапыгина 6. Я составил табличку. Меня больше всего, конечно, прельщали страны балтийские, потому что они рядом. Меня прельщала Чехия, меня прельщала Финляндия. Ну, а Центральную Европу и все остальное я даже не рассматривал, потому что мне это было неинтересно. Мне вот, как сейчас я хожу, снимаю там про Белград, про какие-то вот вещи Восточной Европы, мне вот интереснее. Поэтому и как в жизни я это не рассматривал там. Тракторовий там едет. Тракторовий. Смотрите, какая красота. По-моему, я могу ошибаться, если что, я титром напишу. По-моему, это тоже Якоб и Комар делали. Вот этот вот павильон на воде. В общем, гении. Ну тут да, тут прямо. Я жаловался, что людей нету, они все здесь просто тусят. Где палатки. Детишек вывели. Сейчас же время обеда. Детишек вывели на прогулки. И, видимо, из всех возможных детских садов в округе. Здесь вот всякие исторические фотографии. Велоципедом. Все-таки они называют велосипед велосипедом. Потому что я только бицикл слышал от них. Это, видимо, велосипед какое-то устаревшее слово. Так. Вот, видите, смотрите, вообще движуха шла полная. 1892 год. Они прям такие классические, с усами и в тельняшках. А вот на этом статном усатом мужчине давайте остановимся поподробнее. Мало кто знает, но первые Олимпийские игры могли пройти не в Афинах, а в Субботице. В 1880 году, за 16 лет до возрождения Олимпиад, барон Лаjoš Вермеш провел в Паличе спортивные игры. Он был богатым землевладельцем, спортсменом и энтузиастом. Построил трибуны, велотрек, легкоатлетические дорожки, а рядом первые олимпийские виллы для участников. Сначала соревновались в борьбе, прыжках и толкании ядра. Потом добавили плавание, гимнастику и велоспорт. Игры шли до 1914 года.
Когда началась Первая мировая, они закончились. Барон потратил на них все состояние и остался почти нищим, как и Ференц Райхел, о котором я говорил в ролике про субботицу. Но история запомнила его. В 1936 во время Олимпийских игр в 70 лет он нес олимпийский факел по Субботице. Умер Лаэш в 1945 году. Эти виллы вокруг нас как раз те самые. Ну и, конечно, памятник Вермешу, как напоминание о человеке, который опередил свое время. Я пытался на этом велосипеде как-то кататься. Пеннифартинг, по-моему, называется. Я из 3 раз 3 раза упал и подумал, что ну нет, там надо сидеть и поворачивать всем телом. То есть не как рулем мы его сейчас поворачиваем, что гораздо удобнее, да, а тут всем телом фигачишь во все стороны. Жуткая, короче, вещь. А я еще был в казаках, в ботинках. Было втройне неудобнее. Школа мечевания вот написано. Суровый такой там стоит на заднем плане. Потом мы сгоняли в 19 году, до ковида как раз, вот лето 19 года, последнее свободное лето, мы сгоняли в Чехию на металлику. Не только я с Наташей, но и дочь Саша. И Саша тогда такая, типа, все, я хочу учиться в Чехии. Вот настолько чеку понравилось там. И окей, значит, она пошла на курсы чешского языка, как раз когда ковид был, онлайн-курсы. А там же можно бесплатно учиться, ты платишь деньги только за подачу документов, насколько я помню. Соответственно, выбрала какие-то себе универы, учила язык, и потом, бац! Здравствуйте, к вам подъехали санкции. И Чехия, конечно, удивительные у них политики в Чехии. Я поражаюсь этим людям. Они запретили, единственная, по-моему, страна, вообще единственная, которая запретила студентам приезжать. Это вообще как? Не получилось у Саши в Чехию. Но поскольку чешский и словацкий, он как сербский и хорватский, то она подучила до уровня словацкого, необходимого ей для общения, и поехала в Словакию. А вот тут закрыли на ремонт. Ну, его отреставрируют, и будет прям офигенно. Потому что напорную тоже реставрировали, я так понимаю, она была в каком-то подобном состоянии. Бух, вот это вот домик. Хотели в таком жить? Туда вот наверху вот эта башенка, выходишь с кружкой кофе, такой хо-хо-хо. План был такой изначально, она едет в Чехию, мы едем в Словакию. Более того, я даже списался с украинцами, которые помогали при переезде в Словакию, и списался с языковой школой. И с языковой школой словацкого языка мы даже договорились, что я буду им видео монтировать. Там с моушн графикой, с всплывающими буквами, словами и прочим. Но началась война, школа вообще отвалилась, они не ответили мне, а я уже потом и не писал. А украинцы, которые должны были помогать нам с переездом, сказали, блин, тут вообще ничего не понятно, потому что будет Словакия вводить санкции, не будет, там же хаос был. Это мы сейчас уже забыли про это, там был полнейший хаос. То они открывают счета в банках, то не открывают, то берут документы, то не берут. Короче, там был полный ад, поскольку нерва уже была на пределе, я просто открыл карту и такой, о, так Сербия же есть. Меня как осенило, я такой, все, вообще, вот дальше без вопросов, едем сюда, потому что здесь точно будет хорошо. Турецкий флаг там висит на яхт-клубе. Получается, мы сдвинулись немножечко южнее той зоны иммиграции, куда мы хотели. Мы сдвинулись немножечко южнее, но все равно в Восточной Европе, как бы, да. Хотя Воеводину еще считают частью Центральной Европы. Где-то я видел карту, что это Центральная Европа. Еще про Сербию можно сказать, что это такой, получается, скрытый подарок был. Потому что сколько раз в день вы думаете о Сербии, если вы, например, думаете об эмиграции? Мне кажется, нисколько. И это оказался такой скрытый алмаз. В голове много планов, много всяких идей, но, как обычно, 5%, наверное, из этих идей только будут реализованы. Ну, хорошо, что их много. Тогда, да, выбор все равно есть. Даже 5% это дофига, если подумать.
Ну и да, поскольку тогда было какой-то запредельный уровень безумия, причем политики не делали ничего лучше. Люди там разбивали стекла в автомобилях с российскими номерами, например. Мы об этом рассказывали, да, в ролике про эмигрантов. И, в общем, я понимал, что чем дальше, тем может быть хуже. Так не стало в результате, но могло бы было и стать. Сербия, помимо того, что это политически дружественная страна, и политики не будут здесь, скорее всего, какой-нибудь фигней заниматься, помимо какой-то исторической и какой-то душевной, духовной подоплеки, был еще практический интерес в том, что люди даже на уровне политиков не будут делать какую-то фигню. Скорее всего. Так и произошло. Так и произошло. И, получается, я угадал. Вон там сидит цапля и сидит рыбак. И цапля ждет, когда ей что-нибудь перепадет. Смотрит на него, не мигая. Ну, давайте пойдемте вон в сторону деревни. В общем, вот, поэтому Сербия — это был осознанный выбор, когда уже не было выбора. Вот так скажем. Ну, давайте, какие планы и прогнозы. Скажу честно, черт его знает. Потому что в Сербии, во-первых, очень-очень легкая бюрократия. Она прям, несоизмеримо легче и понятней, и, зараза, логичнее, чем бюрократия в той же Европе. Ну, я имею в виду евросоюзная бюрократия. Там вообще, по-моему, пристанище бюрократов мировых. Люди рассказывают, как они во Франции документы оформляют. Это просто ад. Чат кутежа просто какой-то. Это во-первых. Во-вторых, все уже понятно. Все уже понятно, и язык выучен до какой-то минимальной степени, что ты можешь более-менее общаться с людьми. Кстати, отвечая на вопрос, легко ли было учить сербский язык, если бы я его реально учил, то есть хотя бы раз в день, хотя бы по 20 минут, я бы уже шпрехал как на родном. Но поскольку у меня нет времени вообще нифига, то я, получается, занимаюсь, дай боже, раз в неделю 20 минут. И вот при таком вот разгильдяйском отношении к занятиям все равно нормально получилось выучить, потому что препод хороший. Насколько я помню, он филолог. У него на Бусти курс, то есть тоже удобно, я в свободное время сажусь и смотрю. Он филолог, и он выучил русский сам. Он серб. Он выучил русский, сравнивая сербский с русским. И потом уже, все эти знания упаковал учебниками. И он преподает именно так. То есть обычно языки преподают как? Как английский язык, да? Сначала местоимение, потом... сначала буквы, потом местоимение, потом там глагол «быть». Все вот это вот так идет очень математически. И сербский почему-то преподают ровно так же, хотя он от английского очень сильно отличается. Это разные вообще же языки, разные языковые группы даже. А он преподает сербский именно как диалект русского. То есть это раньше был один язык, потом они разошлись в две стороны, и вот он как диалект такой преподает. Как в Германии, да, там есть баварский диалект, фигарский и так далее. Тут то же самое. И вот это его метод преподавания, вот, наверное, из-за него я хотя бы понимать начал довольно быстро, что мне говорят. Просто потому, что он все делает на сравнении. Я такого метода нигде не видел, но у него прям получается. Во всяком случае, в мою пустую голову что-то удалось вложить. Но, повторюсь, не то, чтобы я знаю сербский, к сожалению. Да, я знаю где-то на уровне, дай бог B1. Дай бог, если B1. Хотя философские и политические беседы с тренером нам уже удается вести. Значит, все-таки, наверное, чуть-чуть-то знаю. Вот, какие планы на будущее? Планы на будущее — выпить водички, потому что у меня пересохло в горле. Вот это и, как сказал Артем в ролике про эмиграцию, у меня горизонт планирования 2-3 дня. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. А вот да, смотрите, мы с вами вышли просто в частный сектор, в котором тоже есть велодорожка. А здесь просто вот люди рыбачат. Виноградники, что ли? Похоже на то. Планы. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я не буду рассказывать о своих планах. Во-первых, потому что они довольно хаотичные, да, какого-то понимания прям четкого нету. И во-вторых, не будем смешить никого своими планами. Посмотрим, как все сложится. Пока все складывается очень-очень хорошо. Относительно моих друзей с Украины, например, которые от ПТСР лечились. Что у нас дальше? Как познакомились с Денисом и Ильей?
Это, кстати, вот возвращаясь к рассказу, что мне втемяшилось в голову, и я написал на канал 78. Мне втемяшилось в голову, я пошел на Санкт-Петербург. Тут то же самое, в общем-то, абсолютно. Я уже переехал сюда. Наташа еще была в Питере. Я был один. Даже котов не было. Я был один в незнакомой стране, не зная языка, зная английский. Кстати, английский я знаю лучше, чем сербский до сих пор. Занимался оформлением документов, значит, всех. Снял квартиру, там, бла-бла-бла, ВНЖ. И когда вот это все закончилось, беготня с документами, она закончилась довольно быстро, потому что, я повторюсь, бюрократия здесь довольно изи, и не надо никакого помогатора нанимать, чтобы самому все сделать. Все очень понятно и расписано прямо на их сайте, на сайте МВД. И все, беготня закончилась. Хочется сделать какой-то motion дизайн, чтобы выложить там какой-нибудь темплейт, чтобы выложить его на сток. А не могу, потому что грустно. Я-то все привык делать с задоринкой, с весельем. А я лежу на диване, а мне грустно. Ну, депрессняк накатил, короче, этот вот, про который много говорят. Иммигрантский депрессняк. Лежу на диване, ничего не хочу. Сделал поесть. Сделать поесть я всегда хочу. В этом плане мы с Мишей очень сошлись. Я тоже обожаю готовить. И монтировать, как он готовит, мне тоже нравится. Ну вот, и, соответственно, поел, лежу. В потолок гляжу, значит, такой, ну что там на Ютубе есть? Я обновлял страницу на телевизоре там в приложении. И в какой-то момент мне выскочило, значит, видео протесты в Нью-Йорке. Там Денис ходил, снимал. И по-моему, на превьюхе была горящая машина. Я такой, ну, что, репортажик посмотрю. По старой журналистской памяти хоть вспомню, как это делается. Я лежу, смотрю. Мне даже настолько вот грустно и печально, что я даже пульт не трогаю. То есть у меня закончился один ролик Дениса, начался следом сразу другой через 5 секунд. А там YouTube так подсунул, что получился целый сериал, что значит Денис сначала первый день пошел снимать этот БЛМ в Нью-Йорке, потом во второй день пошел снимать, там уже как что-то жгли. Ну и так я ролика 4 посмотрел. Я говорю, блин, прикольно. Что еще у него есть на канале? Полез на канал, и какой-то там ролик изнутри то ли нью-йоркской квартиры, то ли какого-то дома, где просто отвратительный звук. А я как режиссер монтажа, меня это сразу коробит. Потому что звук в видео – это самое важное. Как бы это ни звучало, но звук в видео важнее самого видео. Потому что плохую картинку тебе простят. А если люди будут вслушиваться в то, что ты говоришь, этого тебе не простят. Ну и я, короче, выбесился такой, да, ну фигня какая-то. И выключил. Вот у нас тут пошли какие-то сельхозугодия. Там вон дальше все до горизонта, это все сельхозполя. И таким образом вот и произошло мое знакомство с творчеством Дениса. На следующий день я проснулся такой, блин, опять ничего не хочется. Сел делать темплейт, тоже не могу. Да блин, ну как бы деньги-то они не резиновые, их надо зарабатывать, да? Есть на что-то хочется. И я такой, блин, ничего не получается, все, ну короче, депрессуха. Депрессуха полнейшая. Я такой, ладно, пойду прогуляюсь. Прогулялся, и мне, пока я гулял, такая, а чего бы мне не написать, собственно? Мысль такая пришла, чего бы мне не написать, собственно, Денису? Я бы мог монтировать репортажи очень легко. Я этим только и занимался в основном. Такой, думаю, за спрос денег не берут. И по роже тоже не бьют, поэтому... А напишу. Вернулся домой, уже такой повеселевший изрядно, потому что уже есть какая-то цель, да, неважно, ответит мне Денис, не ответит, у меня есть цель написать. Я составил резюме тут же за 15 минут, вспомнил все, что мог вспомнить, а на самом деле не вспомнил и половины того, что я мог там указать. Ну, что вспомнил, то отослал. Было довольно страшно, я такого никогда не делал, то есть обычно все по знакомым. Как моя жена говорит, меня всегда передавали из рук в руки. А тут как бы ты стоишь такой, ты должен сам что-то делать. Правильно ли я поступаю, когда пишу сам? Может, какое-то агентство есть, которое вот этим всем занимается. Потом я такой уже посмелел, думаю, а напишу вообще всем. Это было уже на следующий день. Ну все, дальше я уже не пойду. Там деревня. Возвращаемся. А напишу вообще всем, кого я смотрю. Я написал там просто, наверное, писем 20. И что бы вы думали? Именно первые 2 письма, которые мне втемяшилось в голову отослать Денису, они мне и ответили. А Денис мне написал Миша, по-моему, чуть ли не на следующий день. Он мне написал в Телеграме. Причем это было забавное такое сообщение. Да, все правильно, мы ищем монтажера. Я такой, да? Ну, типа, я не в курсе был, что вы ищете монтажера. Я просто так написал. Нифига себе, Миша такой. Ну, давай вот тестовое сделаешь. Я говорю, да, сделаю, господи. Я в депрессухе сижу, все что угодно, любую работу дайте, сделаю. И они мне скинули как раз вот этот ролик, который вышел спустя, по-моему, 1,5 года
поскольку я его сделал, про Новоорлеанское кладбище. Это как раз вот этот ролик, это мое тестовое. Причем я удалил случайно проект, поэтому та версия, которая на YouTube, это вторая сборка того же самого. То есть я по памяти собрал, как я собрал первый. Им очень понравился этот ролик. Ну, потому что, во-первых, кладбище. У меня было как раз такое состояние, что да, пожалуй, я погуляю по кладбищу. И там в конце Денис там его на философию пробрало, он очень такие мысли хорошие озвучивал про жизнь и смерть. Они меня очень зацепили в том моем состоянии. Наверное, поэтому такой душевный ролик и получился. Ну, я когда монтировал финальную речь, я плакал. Минус на минус дал все-таки плюс. У меня как терапия такая была. Этот ролик, все, я уже развеселел. Мне кажется, что кладбище — это такое место, где очень хорошо видно, что нет ничего вечного. Даже смерть не вечна, что самое интересное. Даже смерть когда-нибудь превратится в пыль. И от вас не останется даже никаких следов. Не то что камней могильных, а вообще ничего. Все, Миша пишет, что давай, все, отлично, будем работать. Вот с тех пор мы с Мишей и Денисом работаем. А отвечая на вопрос, как мы познакомились с Варламовым, да никак. Он же блогер-миллионник, у него своя редакция. Поэтому я сперва познакомился с режиссером, собственно. Но это был обычный отклик на вакансию, размещенную в Телеграме. Я просто заполнил все поля, сделал тестовое и отправил все. Ну, я там недолго проработал, потому что вот то, про что я говорил, что я устал от СМИ. И тут я понял, что я в принципе устал от СМИ. Не от самих СМИ, а от новостей. Меня это несколько начало снова в депрессию вводить, поэтому мы расстались с друзьями, но если что, я всегда готов вернуться, потому что в отличие от канала 78, вот это редакция мечты, конечно. Там хорошие люди работают, очень приятные. И самое главное, профессиональные. Никакой чуши тебе никто нести не будет. Вот, поэтому с Варламовым, именно с самим Ильей, я уже постфактум познакомился в чате просто. Это абсолютно деловое общение, в отличие от Миши, Дениса и там иное кино того же самого. Это не дружба, это не переросло в дружбу и не могло перерасти, потому что это просто редакция, это медиа. Оно так не работает. Сейчас еще домики вот поснимаю и еще вопросик прочитаю. Как и с чего началась твоя работа с блогерами? Это я тоже ответил. Почему выбор пал на Субботицу, кроме стоимости недвиги? Да, ну это началось, все, кто был в эмиграции, вот в этой вот послевоенной, во время военной. Все с этим столкнулись, кто в Грузию уезжал, кто в Сербию уезжал, кто куда там еще мы, Армения, Казахстан. Столкнулись с этой фигней, что капитализм, да, рыночек решает, поэтому цены на недвижимость очень сильно взлетели. И что мне понравилось в Сербии, просто буквально сразу же меня влюбило, что у них тоже цены взлетели, но они не стали офигевать, как в Грузии, например, да, когда там тебе какой-нибудь, грубо говоря, какой-нибудь закуток с мусором тебе там за 1000 евро, значит, сдают. Нет, сербы не стали так офигевать. Чуть-чуть подняли, там люди поворчали местные, поскандалили. Они немножечко опустили цены, но они до сих пор высокие, потому что русские-то никуда не уехали, в общем-то. У нас здесь сотни тысяч, поэтому пока цены высокие, да. И, соответственно, еще один из способов переехать в Сербию – это ВНЖ по недвижимости. Люди, русские, стали скупать недвижимость, и цена на квадратный метр увеличилась. В Белграде и в Нови Саде это вообще какие-то невероятные цены, какого-то мадридского уровня просто. В Субботице все пока более-менее, но уже растет из-за того, что запускают ЖД-дорогу. Почему выбор пал на Субботицу? На самом деле реально только из недвижимости. Нужно было купить квартиру, и это был самый нормальный вариант. То есть и не деревня. Он находится на границе с Венгрией, находится на трассе до Нови Сада, до Будапешта, до Белграда. И цены нормальные. Цены адекватные. Плюс здесь еще Руслан, риэлтор, который давно уже переехал. Он очень помогал иммигрантам. Именно образовался сразу чатик, естественно, по городам, тут всякие чатики и прочее. Он помогал находить квартиры, и он нам прямо вот, да даже по временам до войны по дешевой цене. Вот. Так что нет, здесь абсолютно шкурный интерес, и интерес удобства именно. Выезда в Европу, и выезда в Сербию, и выезда вообще куда хочешь. Плюс все-таки город Субботица –
Это не город, например, Сомбор, где прям совсем чувствуется, что... Или Кикиндо, вот куда мы ездили. Ну, это прям, это далеко от цивилизации. Местные-то вряд ли так это ощущают. Ну, какой-то заброшенный детский лагерь, как будто бы. Местные-то по-другому все это ощущают. Но вот я после России, у меня же свой опыт, я это ощущаю как вот именно какой-то город на окраине, не нужно никому, куда ходят там 2 автобуса в день. Ну нет, спасибо, ребята. Поэтому вот Субботица — это оптимальный выбор по цене был, по удобству. Ну и плюс оказалось, что у нас шикарный сосед, офигенный. И теперь я уже и в фитнес сюда хожу, и подружился с фитнес-тренером. В общем, все сложилось хорошо. Но это было бы, скорее всего, в любом другом городе. Ребятки, он ходит по кустам. Закладки ищут. Питерский опыт мой мне подсказывает, что так ищут закладки. Здесь таким не занимаются. Слава богу. Вот, поэтому абсолютно шкурный интерес. Но, как оказалось, видите, и Палич рядом. Шикарный. Следующий вопрос. Что самое вкусное пил за последние 2-3 года? Это вопрос из чата Бруно, видимо, да. Что самое вкусное пил за последние 2-3 года и что не так со Сбиром? Сбир — это пивоварня в Нови Саде, которую я имел неосторожность упрекнуть, значит, покритиковать в ролике про Нови Сад в конце ролика. Теперь мне припоминают это. Но Сбир, как пивоварня, начну с этого вопроса, у него... Я быстренько отвечу, потому что это не всем интересно. У нее очень сладкое пиво, и оно все одинаковое. То есть там какие-то присыпки как будто бы есть, а в целом оно прям, реально одинаковое. Это как вот сахарный сироп, просто там ты в него добавил того, добавил всего, и у тебя получаются разные вкусы сахарного сиропа. Но сейчас могу сказать, что из 3 банок я взял 2 Сбира. Так что, наверное, нормально с ним все стало. Мне кажется, что стало, потому что реально, когда я переехал в Нови Сад, что-то качество было прям, какой-то ацетон. Прям ацетон. И что самое вкусное пил? Зеленый чай цейлонский. В Сербии большие проблемы с чаем. И настоящий китайский какой-нибудь чай зеленый. Это прям, да. Оказывается, это так вкусно. Когда ты долго-долго, когда ты отвыкаешь, потом начинаешь пить. Это так вкусно, оказывается. Так что зеленый чай. А еще плюс у нас же большая терраса. И там выращиваются разные всякие штуки, в том числе мята. И вот зеленый чай с мятой, это было самое вкусное. Плюс пирожки, которые приготовила моя Наташа. Не помню, с чем они были. Вот с этим чаечком прям был кайф. Вот это самое вкусное, что я пил. Никогда бы не подумал. А еще смешной знак. Сейчас заметил. Стал почитать вопросы и... Расскажи мне, что ты в Сербии, не рассказывай, что ты в Сербии. На лошадях с повозками нельзя. Ясно вам? Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, про Сербию с точки зрения возможности путешествия по Европе, имея сербский ВНЖ или ПМЖ. Но это уже пошли лайфхаки и такие узконаправленные вопросы. Паспорт – это проездной документ. Поэтому, имея российский паспорт, тебе не важно, на какой территории ты находишься. Тебя воспринимают по российскому паспорту. Поэтому свободного путешествия по странам Шенгена, например, не будет. Просто потому, что ты имеешь ВНЖ. Ну, имеешь и имеешь. Проездной документ у тебя все равно российский. Но есть в этом и некоторые, наверное, плюсы все-таки, потому что здесь находится консульство всех стран, и ты можешь пойти практически в любое консульство, и тебе выдадут визу. То есть это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Словакия. Они не выдают визы. Как и в России не выдают, так и здесь не выдают. Но, скажем, какие-нибудь Нидерланды, например, и Австрия совершенно спокойно выдают визы, пишешь там на почту им. Вся информация на сайте консульства обычно. То есть испанцам надо писать на почту, чтобы они тебе скинули слот. У венгров очень неудобно, у них надо слот ловить. Они там в рандомное время выкладывают их там в 2 раза в месяц. И, значит, вся эта толпа русских ловит слоты. Везде по-разному. В общем, на сайтах консульств все это указано. Удобство в том, что... В чем удобство-то? Поначалу они, конечно, офигели. Потому что у них не заточены были консульства на такое количество иностранцев. А русские приехали тут просто дичайшими тысячами. Прямо тысячами, даже десятками тысяч русские приехали. И консулаты просто офигели. Обрабатывать столько заявок, вроде как испанцы, венгры точно с этим справились. Они ввели какие-то свои системы. У венгров не очень удобно, но через визовый чат
удобно следить. Пойдемте здесь. Что у нас тут? Вилла Палич. Поэтому здесь ничем не отличается от России в том плане, что здесь только не визовые центры, а здесь просто консулаты. Но вся информация есть на сайтах этих консулатов. Расписанная прям для дураков, потому что задолбали, видимо. Я делал венгерскую, я делал испанскую. Венгерскую, ну, это удобно. У меня консульство прямо, вот, считайте, под дверью. И, соответственно, ездить в Сегет в тот же самый. На электричке час ехать. А испанский, да, оно в Белграде, это консульство. Собираешь тот же самый пакет документов, просто к нему дополнительно еще основания надо приложить, почему ты находишься в Сербии. То есть ВНЖ, если работаешь, рабочий контракт. И там был вопрос про автомобиль. Я не автолюбитель и не автопрофессионал, поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу. Вилла Луиза. Это, я так понимаю, гостевой дом. Нифига себе так. Потусить приехал в таком домике. С видом на озеро. По автомобилям там, ну, все дороже, чем мы привыкли в России. Сильно причем дороже. Насколько я знаю, типа страховка на год 1000 евро, что ли, стоит. Но вот если вы видели в ролике про иммиграцию, про бар, то Артем ездит на русских номерах. Он переехал 2,5 года назад, и он ездит на русских номерах. Поэтому в этом проблем нету. Права только надо менять. В течение полугода, насколько я знаю, надо поменять права на местные. И все. В целом проблем нет. Еще чуваки гоняют автомобили, подержанные из Европы. Ну, я повторюсь, я не автолюбитель, я вообще не понимаю там ничего. Я просто что видел по чатам, то и рассказываю. По чатам вот люди, да, гоняют автомобили из Европы, здесь покупают какие-то, и все, ну, не знаю, обычно. Кроме цен. Да, здесь дорогое топливо, здесь дорогая страховка. В целом, если вернуться к разговору про путешествия по Европе, то, конечно, из Сербии это делать просто охренеть как удобно. Смотря где ты живешь, да, то есть в Белграде выгоднее ловить распродажи авиабилетов. Я знаю, что до Италии там бывают авиабилеты по 10 евро, по 15 евро. Ну, то есть это дешевле, чем я доеду на автобусе от Субботицы до Белграда. Если ты живешь где-нибудь, например, как мы, на границе с Венгрией, то проще, конечно, на поезде гонять. А там уже как хочешь дальше на поезде едешь, там же дороги везде. Если ты живешь, например, где-нибудь на границе с Румынией, то удобнее через Румынию, ну и так далее. В целом-то Сербия же по центру находится. И для путешествия это идеальное место, особенно если тебе, конечно, виза не нужна. Без визы можно куда? В Боснию, Герцеговину и в Черногорию. Все. В общем, спасибо, что сегодня гуляли с нами, со мной и с агентом Купером по Паличу. Вот он, прекрасный. Надеюсь, я не утомил вас своими эмигрантскими рассказами. Я подрежу, будет хорошо. А большая версия будет на Бусти, да. Думаю, так и будет. Все, всем пока. Увидимся. Я все пытаюсь найти этих старушек на скамейке. А, вон они! Они были в самом очевидном месте, а я их так и не видел. К концу ролика я нашел этих старушек, про которых говорил в середине. Ну или не старушки, я не знаю, кто это. Может быть, просто какие-то женщины. Ну, у них такие выражения лиц, что как будто бы старушки. Одна вообще уснула, а вторая тоже уснула. Точно старушки. Две старушки спят на берегу Паличского озера.